Всем доброго времени суток! Сегодняшний выпуск будет посвящен тому, как прокачать бицепсы в домашних условиях при помощи тренировочной резины. Никакого железа тренажеров, чисто резина и ты. Прежде всего я отмечу, что резина является очень хорошим тренировочным инвентарем. Из ее преимуществ можно отметить то, что ее натяжение можно регулировать и тем самым изменять нагрузку. Чуть позже мы это разберем. Не будем долго говорить, давайте перейдем сразу к делу. Начнем с самого простого и базового упражнения. Подъем гантели на бицепс. Для этого мы должны вставить две ноги в резину. Если у нас натяжение слишком маленькое, то мы просто расставляем ноги. И тем самым натяжение резины уже будет чувствоваться с самого начала амплитуды. А если слишком туго, то наоборот, ноги нужно сузить. После регулировки натяжения резины в идеале нагрузка должна чувствоваться с самого начала амплитуды. То есть как только начинаем сгибать руку, нагрузка должна чувствоваться. Начинаем выполнение упражнения. Делаем как можно контрольней, без всякого читинга. Стараемся максимально сокращать бицепс, но и каждый подход должен состоять примерно из 12-15 повторений. Сначала делаем на одну руку и следовательно на другую. Стараемся не работать плечом, а сгибать руку в локтевом суставе чисто за счет силы бицепса. И следующий, уже более интересный вариант будет в виде штанги. Сейчас я покажу вам, как это делается. В гриф я буду использовать швабру, точнее основание, обычную палку. Но для начала нам нужно придать резине натяжение. Есть два варианта. Либо опять же раздвигать таким образом ноги, но уже как можно шире, чтобы натяжение было сильнее и можно было работать на две руки. Натянули, вставили палку примерно по центру. Также мы должны поставить руки на так называемый гриф на одинаковое расстояние от резины. Например, 15 сантиметров влево, 15 сантиметров вправо. И таким образом начинаем строгие техничные подъемы. Я считаю, что этот вариант гораздо удобнее и эффективнее обычных гантелей. И второй вариант – это закрепить резинку за ножку какого-нибудь предмета. Иногда я использую диванную ножку или просто аккуратно поднимаю диван и просовываю туда резину, закрепив за ножку. Но если натяжение резины не позволяет нагружать обе руки с достаточной силой, то можно прибегнуть еще к одной хитрости. Берем резину за два конца, сгибаем пополам, вставляем вот в эти два конца ноги или хотя бы одну ногу. Лучше, конечно, вставить две ноги и держать тело более-менее симметрично, чтобы позвоночник не пострадал. Но тут опять же есть один нюанс. Нужно брать палку гораздо крепче. Таким образом опять начинаем работу. Я не буду показывать этот подход, так как боюсь, что эта палка просто треснет. Так, и следующий, тоже не менее интересный вариант, это чистая изоляция бицепса. Как я и говорил ранее, поднимаем диван и кладем туда резину. Все, резина закреплена, она никуда оттуда не денется. Думаю, вряд ли у вас хватит сил сдвинуть целый диван. Теперь мы просто ложимся на пол, берем резину примерно посередине и начинаем сгибать руку в локтевом суставе. Опять же, чисто за счет силы бицепса. Это немножко напоминает всем известную скамейку в спортзале. В крайней точке, когда резина находится в таком положении, прямо перед лицом, можно раздвинуть руки и продолжить движение. Данный способ хорош тем, что он максимально убирает читинг, любые волнообразные и опять же помогающие движения. То есть бицепс задействуется максимально чисто и тем самым увеличивается продуктивность тренировки. Что касается подходов, я советую выполнять от 4 до 6 подходов на одной тренировке. Например, можно взять 2 подхода первого упражнения, 2 подхода второго и таким образом чередовать. Насчет повторений. Лично я в каждом подходе использую по 12-15 повторений. Но опять же, все зависит от ваших целей и индивидуальных особенностей. В принципе, на этом все. Я вам показал 3 основных упражнения, при помощи которых можно прокачать бицепсы в домашних условиях с использованием резины. Кто-то о них знал, кто-то не знал, но думаю, в любом случае это будет полезно. У меня сейчас не так много времени, чтобы записывать какие-то долгие и очень разложенные по полочкам видосы.
Поэтому сегодня я записал такой лайтовый видос, чтобы вы знали, как прокачать бицепс с резиной. Если у тебя до сих пор нет резины, советую приобрести. Также в будущем я сделаю отдельный выпуск про то, насколько данная тренировочная резина функциональна. С ней реально можно прокачать практически все тело. Также она задействуется во многих элементах. Но обо всем этом мы поговорим в будущем. Спасибо за просмотр. До скорых встреч.